Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. И сегодня я хочу с вами приготовить невероятно вкусные капкейки, которых вы еще точно не пробовали. Они очень красивые, с вкусным вишневым конфи, воздушным кремом и просто невероятно нежной бисквитной основой. Настоящий красный бархат. Всем рекомендую приготовить по этому рецепту. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. В отдельной миске разбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли для баланса вкуса, 180 граммов сахарного песка и все хорошо взбиваем миксером до образования пышной посветлевшей массы. По времени это займет примерно 5-8 минут. Взбиваем на средней скорости. Добавляем 10 граммов ванильного сахара и 1 либо 2 чайные ложки пищевого красителя, в данном случае красного. Также взбиваем до однородности буквально 20-30 секунд. Готовую массу пока откладываем в сторонке. В отдельной миске смешиваем кефир, у меня 180 мл комнатной температуры, и 2/3 чайной ложки соды. У нас должна произойти активная реакция, вот такая. Все хорошо перемешиваем венчиком и также оставляем в сторонке. В отдельной миске смешиваем муку 220 граммов просеянную, 2/3 чайной ложки разрыхлителя и 10 граммов какао-порошка. Какао-порошок всегда обязательно просеиваю через сито. Очень важно в этом случае использовать именно светлый какао, а не темный, иначе у вас капкейки получатся темно-шоколадного цвета, а нам нужны ярко-красного. Также перемешиваем венчиком, и у нас уже практически все готово. Добавляем к кефиру 120 мл растительного масла, у меня кукурузное без запаха. Также перемешиваем до однородности и будем сейчас смешивать кефирную массу с яичной взбитой массой. Добавляем поэтапно и взбиваем на низкой скорости до однородности буквально пару секунд. После добавляем сухие ингредиенты, все также взбиваем на низкой скорости до однородности. У нас масса должна получиться без комочков. Готовится все очень легко и быстро, получается очень красивый, яркий, насыщенный цвет. Кстати, если вы будете замешивать тесто таким способом, у вас тесто даже после выпекания останется очень красивого, ярко-красного цвета. Я подготовила формочки, также взяла вот такие бумажные формочки, так как у нас будет праздник, поэтому взяла такие симпатичные формочки в горошек розового цвета. Вы можете использовать абсолютно любые. И добавляем буквально по 3 столовые ложки каждую формочку. Оставляем немного места, так как при выпекании они будут увеличиваться и подниматься. Нам нужно, чтобы они заполнили весь стаканчик, но при этом не вылились из него и сохранили свою форму. Выкладываем поэтапно в каждый стаканчик теста и будем их выпекать при 180 градусов примерно 15-20 минут. Важно отправить их именно в разогретую хорошо духовку. Смотрите по особенностям вашей духовки и готовность проверяйте с помощью шпажки либо зубочистки. Она должна быть абсолютно сухой. Отправляем выпекаться. Спустя время капкейки у меня уже готовы. Они выпекались у меня ровно 18 минут. Посмотрите, какие они красавцы получаются. Вынимаем из духовки, выкладываем на решетку и дадим им полностью остыть буквально 10-15 минут. Тем временем, пока у нас остывают капкейки, мы приготовим вкусный крем. Для крема нам понадобится 300 граммов творожного сыра. У меня сыр от фирмы Хохланд. Можете использовать либо маскарпоне, либо крем-чиз. Также разбиваем и размягчаем его миксером буквально пару минут. Добавляем 100 граммов сливок, обязательно охлажденных, и 120 граммов сахарной пудры. Можете добавить больше либо меньше, в зависимости от ваших предпочтений и вкусовых качеств. Взбиваем до готовности и до пышной вот такой вот воздушной массы. Крем получается очень вкусный, воздушный. У нас практически все уже готово, осталось подготовить капкейки.
Я решила приготовить не просто капкейки, а начиненные внутри начинкой из вишневого конфи. Поэтому я делаю вот такое небольшое углубление. Можете сделать это с помощью чайной ложки, либо с помощью вот такого прибора. Очень удобное, допустим, для пончиков, если вы хотите сделать дырочки, либо вот так изъять тесто, либо бисквит из капкейков. Очень удобно. Если вам интересно, могу оставить ссылочку, где я это приобретала. И также выложила вишневое конфи в корнетик и наполняем нашу сердцевину конфи. Можете использовать любое, очень хорошо сюда подойдет клубничное конфи, также малиновое, либо любое другое варенье или джем. Начиняем полностью все наши капкейки и после будем сверху украшать его кремом и посыпкой. Также я выложила в корнетик крем. Использую насадку «Закрытая звезда». Можете использовать абсолютно любую. Также украшать по вашему желанию. Можете как сделать вот такие завитушки, либо оформить как в виде классического гнезда. Впрочем, это уже по вашему усмотрению. Получаются очень вкусные капкейки. Буквально готовится все за пару минут. Очень легко и просто, но поверьте, это будет прекрасным украшением и дополнением к вашему праздничному столу, либо просто к столу за чашечкой чая или кофе, когда вы ожидаете гостей или хотите порадовать семью. В самом конце посыпаем посыпкой, у меня вот такая красного цвета. И также я решила немного добавить бусинок белых по центру. У нас получается что-то вроде цветка. Ну, на самом деле вы можете украшать абсолютно любой посыпкой, либо всем, чем захотите. И также можно сюда добавить и сублимированную малину, тоже будет и вкусно, и красиво. В общем, у нас получается вот такая красота. И всем рекомендую вам приготовить именно по этому рецепту. Получаются они невероятно нежные, очень вкусные. И это идеальный рецепт капкейков, именно красный бархат. Всем рекомендую вам его приготовить. Обязательно подписывайтесь, друзья, на этот канал. Будет выходить много вкусных, интересных, самых проверенных рецептов мной и временем. Посмотрите, какой он красивый в разрезе, и он невероятно вкусный. Если понравился рецепт, тяните пальчики вверх и оставляйте реакции в комментариях. Я с вами не прощаюсь и до скорой встречи на моем канале Lydia Sweets. Пока-пока, друзья!